Встречаются два друга-алкоголика на похоронах своего друга. Один говорит другому, указывая на покойника: «Ты глянь, а Вася-то лучше нас с тобой выглядит». Второй отвечает: «Еще бы, он уже третий день не пьет». Окулист пациенту: «Закрывайте левый глаз. Какая первая буква в нижней строчке?» «Б». «Посмотрите внимательнее». «Б». «Открывайте левый глаз». «Так какая буква?» «Я вам уже 2 раза сказал «Б». Окулист подходит к доске, смотрит. Надо же, и правда «Б». 3 мужика проходят собеседование в полицию. Заходит первый. Ему показывают фотку и просят его потом вспомнить приметы. Ну, мужик посмотрел и говорит: «У этого мужчины одно ухо». «Это же фотография в профиль, дуралей», говорит принимающий. Заходит следующий. «У него одно ухо». «Да что вы все об одном и том же, это фото в профиль». Заходит третий, смотрит на фото и спокойно так говорит: «Этот мужчина носит контактные линзы». Экзаменатор быстренько посмотрел его личное дело и говорит: «Да, вы правы, но как вы догадались? Но он же не может носить очки, у него одно ухо». Гаишник останавливает машину, тщательно осматривает ее, подходит к водителю и говорит: «Мда, такую развалину и машиной назвать трудно». «Вот-вот, именно поэтому у меня нет водительских прав». Решили, значится, Илья Муромец, Елена Премудрая и Баба Яга в Москву податься, в институты поступать. Ну и поступили. Илья в физкультурный, Ленка в математический, а Баба Яга в инженерный. Встречаются через некоторое время, завели базар про жизнь студенческую. Илья: «Я у нас в институте самый сильный». Елена: «Подумаешь, сильный, я вот самая умная». Баба Яга: «Ты умная, он сильный, а вот я зато самая красивая». Илюша сразу в ответ: «Ну так, конечно, самая красивая, ты ж там одна баба на весь институт». Теща отправила зятя в магазин за овощами, причем наказала, чтобы выбрал чистые, без нитратов. В магазине зять уточняет у продавца: «Скажите, эти овощи без нитратов и других отравляющих веществ? А то мне их тёще нести». «Без, придется вам самому все добавлять». Один парень очень хотел откосить от армии, прикинувшись близоруким. Он даже взял с собой на медкомиссию свою невесту, чтобы она подтвердила, что он почти ничего не видит. Увидев невесту, медкомиссия тут же освободила парня от службы как инвалида по зрению. Любил один мужик с ребятами по берегу бегать, и вот во время одной из таких пробежек одного из них приспичило по-большому. Ну, в кустах он не решился, народу много, но благо рядом сортир стоял деревянный на 2 кабинки. Ну, он заскакивает в одну и защелкивает дверь за собой, а ребята-то знают, что туалет хоть и двойной, но перегородки между кабинками нет. Вот стояли они, значит, ждут его. И тут летит девушка молодая, подбегает к туалету, дергает за одну дверь, закрыто. Открывает другую и заходит. Все в шоке, перегородки-то нет. Ждут, чем дело закончится. 10 секунд – тишина, 20 секунд – тишина. Секунд через 40 раздается истошный визг, и девушка, на ходу натягивая штаны, выбегает из туалета и убегает. Через пару минут выходит этот товарищ. Ну, все у него, конечно же, спрашивают, что да как. Сижу я, значит, спокойно, и тут вбегает девушка и, не глядя по сторонам, снимает штаны и садится. Ну, я смотрел на нее, да и говорю: «Может, познакомимся?» Пошли муж и жена на охоту. Муж дал жене ружье и сказал: «Я на тебя из леса выгоню лося, и ты тогда стреляй». Ушел в лес, вдруг слышит выстрелы, шум, крики. Выбегает, а там его жена и какой-то мужик. Жена наставила на него ружье и кричит: «Это мой лось, отойди». Мужик отвечает: «Ладно, ладно, твой. Можно я только седло сниму?» Пятница, вечер. Девочки очень тщательно готовятся. Делают маникюр, педикюр, часами накладывают макияж, завивают локоны, примеряют наряды. Просто девочки еще не знают, что мальчишки уже успели скинуться на ящик водки. Встречаются на улице 2 еврея. «Здравствуйте, как ваши дела? Чем сейчас занимаетесь?» «Спасибо, помаленьку, сейчас пишу мемуары». «Мемуары – это замечательно. А вы уже дошли до того момента, когда заняли у меня 300 рублей?» Идут 2 медсестры утром на работу. У одной большой фингал под глазом. «Подруга, что у тебя с лицом?» «Да понимаешь, муж утром просыпается, а я ему: ты из какой палаты?» «Мама, я влюбился. А как ее зовут? А она хорошо готовит. А кто у нее родители? А на кого учится? Она хоть симпатичная. Вы уже целовались? Почему раньше не сказал?» «Папа, я влюбился». «Баба?» «Баба». «Нормально».
Дочка перед сном просит отца рассказать ей сказку. «Папа, расскажи сказку, какую мама вчера рассказывала, как волк съел бабушку». «А, мою любимую. Ну тогда слушай. Идет, значит, наша тещенька Клавдия Захаровна одна ночью по лесу. Если ваши глаза закрыли мягкие ручки, в спину уперлась пышная грудь и пухленький животик, а сзади послышалось «отгадай кто?», в любом случае отвечайте: «Серега, ты что ли?» Поверьте, так наверняка будет лучше. Мать говорит сыну, который постоянно творит фиг знает что: «Каждая твоя выходка – это один седой волосок на моей голове». Сын, посмотрев на седую бабушку: «Я смотрю, ты в молодости тоже нифигово чудила». Едет русский на своем автомобиле по Украине. Его останавливает украинский гаишник. «Вы нарушили правила. Пишите объяснительную записку на украинском языке». «Но я не умею на украинском». «Тогда отберем права». Что делать? Русский положил в чистый лист $100. Гаишник смотрит. «Ну вот, говорите, что не умеете, а половину уже написали». Известная авиакомпания нанимает на работу пилота. На это место претендуют немец, американец и еврей. Директор компании спрашивает у немца: «Давно летаете?» «3 года». «И сколько хотели бы получать?» 3000. 1000 мне, 1000 жене, 1000 на страховку. Спрашивает у американца: «Давно летаете?» 6 лет. «И сколько хотели бы получать?» 6000. 2 мне, 2 жене, 2 на страховку. Спрашивает у еврея: «А вы давно летаете?» «Боже упаси, я и летать-то толком не умею, и высоты боюсь, а получать хочу 9000. 3 мне, 3 вам». Директор авиакомпании совсем обалдел. Стоп, а летать кто будет? Как кто? Немец, он же за 3 согласен. Один бизнесмен хотел жениться, но у него было 3 подружки, и он не знал, какую из них выбрать. Решил их проверить. Дал каждой по $1000. Одна потратила все на себя, другая купила что-то для хозяйства, а третья вложила в дело и получила прибыль. Какую же из 3 он выбрал? Ту, у которой грудь больше. «Мама, мама», — сказала Красная Шапочка, — «я тут к бабушке пошла через лес, а там дровосеки. Увидели мою Красную Шапочку и стали ко мне всячески приставать». Мама, сдергивая с девочки Красную Шапочку: «Дровосеки? Посиди пока дома, мама быстро». «У меня компьютер сам выключается, что делать? У тебя он внизу стоит?» «Да». «Поменяй носки, он походу от вони теряет сознание». Вот нынешние бабы повыходят замуж за старых режиссеров, композиторов, артистов, бизнесменов и говорят, что по любви. Но что-то я не слышал, чтобы влюблялись в старых слесарей-сантехников или водителей маршруток. Приходит мужик в белорусский ресторан. Соскучился я по белорусской кухне. Открывает меню. А откуда устрицы в Беларуси? На заливных лугах Полесья выращиваем. А крокодилы? В наших белорусских болотах разводим. Крабы, омары, акулы? В речку запустили, вот они и размножаются. А мясо слона? В Беловежской пуще и на полях слоны пасутся. Раздолье. Все наше, не привозное. Нет уж, неси белорусскую картошечку. Вот картошечка не наша, из Голландии завозим. А где же белорусская картошка? Слоны затоптали. Спрашивает турист местного жителя: «Уважаемый, вы мне не поможете? Как быстрее попасть на эту гору?» Тот задумчиво смотрит на туриста, потом на гору и говорит: «Ну, если хотите, я собаку могу отвязать». Сидят 2 рака в пруду. Вдруг в пруд ныряет жирная туша и начинает плавать. Один рак другому: «Что это было?» «А, это мэр нашего города, Иван Иваныч, наш потенциальный сородич». «В смысле?» «Да, говорят, ради денег готов раком стать». Муж возвращается из командировки, а в квартире у жены аж 7 любовников. Жена не знает, что делать. Тут один из любовников говорит: «Все нормально, не паникуй, есть план». Ну, муж уже заходит в квартиру, заходит в спальню. Вдруг из-под кровати вылезает мужик: «Я грабитель Сидоров, деньги и драгоценности». Забрав кошелек, убегает. Только муж успокоился, как из-под кровати вылезает еще один: «Я следователь Петров, здесь Сидорова не было?» Был, только что убежал». Опергруппа на выход. Решили жена с мужем бросить все и путешествовать, пока не кончатся все деньги. К вечеру они уже были дома.
Вы меня оскорбили. Я вызываю вас на дуэль. Завтра утром в 4 часа за околицей. Выбор оружия за вами. Нет, никакого оружия. Я встаю на колени и смиренно прошу у вас прощения. Ладно, так уж и быть. Я вас прощаю, презренный трус. Уж лучше презренный трус, чем в такую рань вставать. В школу на урок английского языка приходит проверяющий и садится рядом с Вовочкой. Учительница, недавно начавшая преподавать, очень волнуется, но урок вести надо. Учительница: я сейчас напишу на доске предложение, а вы его постарайтесь перевести на русский. Пишет, у нее падает мел. Она нагибается, поднимает его и дописывает предложение. Кто теперь переведет? Вовочка тянет руку. Учительница боится, но делать нечего. Пришлось спросить: Вовочка, была бы юбка покороче. Что? Вон из класса. Вовочка собирает книжки и тетради в портфель и с размаху бьет проверяющего по голове. Дуралей, не знаешь, не подсказывай. У Заики спрашивает: из-за чего ты стал заикаться? В детстве мы с братом любили пить молоко у козы. Потом коза постарела и перестала давать молоко. Ну, решили от козы избавиться. Пошли на рынок, стоим, продаем. Подходит мужик, спрашивает: почем козел? Брат сразу того, а я заикаться начал. Папа Карло спрашивает у недовольного Буратино: что случилось, сынок? Ты же просил на день рождения домашнее животное. Вот ты его и получил. Я хотел котенка или щенка, папа. Ну, не всегда получаешь то, что хочется. Но этот бобер как-то странно на меня смотрит. Полицейский возвращается поздно домой и застает жену в кровати. Постель разобрана, и жена как-то странно веселая. «Здесь был твой любовник? Где он спрятался, под кроватью?» – спрашивает мент и заглядывает под кровать. Под кроватью его нет. На кухне? И заглядывает на кухню. На кухне тоже нет. В шкафу? Из шкафа высовывается рука с 500 рублями. Мент незаметным движением оглядывается и берет деньги. В шкафу тоже нет. Так где же он спрятался? Как-то мужчина решил отобедать в ресторане. Заказал первое блюдо, официант несет ему суп и держит палец в тарелке. Мужчина увидел, удивился, может, думает, показалось. Ждет второе блюдо. Опять идет официант и палец держит в тарелке. Возмутился мужчина такой наглости, но промолчал. Ждет чай и десерт. Снова видит, что палец официанта в его чае. Не выдержал мужчина, вспылил: ты чего это делаешь? Почему это ты в мою еду суешь свой палец? А мне врач посоветовал держать палец всегда в тепле. У меня воспаление сустава, отвечает официант. А ты засунь свой палец себе в зад и там грей. Так я между заказами так и делаю. Доктор, у меня плохая память, что мне делать? Надо мной все смеются. Займитесь боксом. Моя память станет лучше? Нет, но смеяться будут меньше. Молодая мать сидит со своей 6-летней дочкой в автобусе. Девочка очень внимательно смотрит в окно. Она на обочине дороги замечает одинокую девушку. Дочка спрашивает у матери: «Мама, а что эта тетя делает тут одна на дороге?» Мать отвечает: «Это женщина, которая купила для дома разные вещи, ждет своего мужа, который должен заехать за ней на машине». Водитель автобуса все это слышит и неожиданно вступает в разговор. «Что вы ребенку лапшу на уши вешаете? Это стоит девушка по вызову, которая за деньги занимается любовью с разными мужчинами». Девочка задумалась и, наконец, спрашивает опять у матери: «Если она любовью занимается, значит, потом появляются дети? И кем они становятся потом?» «Водителями автобусов». Попали в яму свинья, волк и лиса. Лиса по сторонам глядь: «О, свинья, еда, класс!» В другую сторону: «О, волк, тарабанить скотина будет, ну да фиг с ним, еда есть, не пропаду». Волк глядь в сторону: «О, свинья, еда!» В другую: «Лиса, класс, любить буду». Свинья по сторонам глядь, взгрустнула и говорит: «Ребят, я поняла, мне все равно конец. Одна просьба, давайте спою напоследок». «А давай, повесели нас». Свинья как завизжит на весь лес. Охотники услышали, сбежались и грохнули волка с лисой. Волк лежит на последнем издыхании и думает: «Мля, жрачка была, девка была. Нет, блин, шоу захотелось». Сидят дома невестка со свекрам и свекровью. Свекровь говорит: «Все у нас хорошо, и живем в достатке, и не ругаемся, вот только дом не побелен». Невестка: «Какие проблемы, мама? Белила есть?» «Есть, только щетки нет». Невестка побежала к свекру, обстригла ему бороду, сделала щетку и побелила дом. Свекровь снова: «Вот дом побелен, а окна не покрашены». «Какие проблемы, мама? Краска есть?» «Да есть, только кисточки нет». Невестка побежала к свекру, обрезала усы и сделала кисточку
булочку и покрасила. Наступил вечер. Возвращается муж домой с работы. Смотрит, отец на дереве сидит. «Бать, а что это ты там сидишь?» «Да, сынок, дома бабы собрались блины печь. Так я еще не знаю, есть у них яйца или нет». Грузин поймал мужика, посадил на цепь и чпокать собирается. «Тебя как, с вазелином или без?» «Без вазелина». Ну, грузин его туда-сюда по полной. Следующий раз снова спрашивает: «Тебя как чпокать, с вазелином или без?» Ну, мужик думает, булки болят, лучше уж с вазелином. «С вазелином давай». «Хорошо, вазелин, друг мой дорогой, заходи». Гналась лиса за зайцем, почти догнала, когда заяц из последних сил напрягся и сиганул между ветками. Лиса за ним и застряла между деревьями. Заяц это дело просек, подошел к ней сзади и оттарабанил, а потом переплыл на другой берег реки, прилег на травку, лежит, улыбается и отдыхает. Выбралась лиса из ловушки, подходит к воде. Тут у самого берега золотая рыбка и предлагает исполнить ее желание. «Сделай меня, рыбка, соколом. Я поднимусь высоко в небо и как брошусь вниз и заклюю этого зайца». «Соколом? Да понимаешь, это крылья, перышки. Нет, слишком сложно. Давай что-нибудь полегче». «Ну, тогда сделай меня рыбой хищной, зубастой. Я переплыву реку и откушу зайцу хозяйство». «Да нет, рыба это жабры, плавники, чешуя, гидродинамика опять же. Слишком сложно». Заяц с другого берега. «Рыбкой, птичкой, иди сюда, я тебя раком сделаю». Двое мужчин заходят в булочную. Первый немедленно ворует 3 небольших булочки и кладет их в карман. И говорит второму: «Смотри как надо, так сработал, что хозяин даже ничего не заметил. Так каждый может. Сейчас я покажу тебе способ получше сделать то же самое». Он идет к хозяину пекарни и говорит: «Дай мне булочку, и я покажу тебе фокус». Заинтригованный хозяин дает ему булочку. Тот съедает ее и сразу просит следующую. Хозяин дает ему еще одну, и он снова съедает и просит следующую. И третья булочка отправляется туда же. Хозяин спрашивает: «И в чем же был фокус? Ты ведь просто съел булочки». А мужик отвечает: «Посмотри в карман вон того парня». Граф вызывает повара. «Любезный, завтра приезжает моя теща». «Понимаю, сэр. Вот список ее любимых блюд». «Да, сэр. Если вы приготовите хотя бы одно из них, будете немедленно уволены». Сидит, значится, один мужик рыбачит. Час сидит, 2, не клюет. Скучно ему, да и холодно. Ну, он открыл бутылку водочки, налил в походный стаканчик и только собрался ее залпом выпить, клюет. Ну, мужик засуетился, неловко так подсек, и крохотный карасик ему прямо в стаканчик плюх. Мужик брезгливо так выбросил карасика назад в озеро, водочку брезгливо выпил, насадил новую наживку, забросил удочку. И тут как поперло! Судаки, лещи, щуки! Мужик еле успевает вытаскивать. И вот лежит в его корзине огромный сом и говорит: «Ну, карасик, ну, скотина, ну, провокатор! Наливают, говорит, а потом отпускают». Дед говорит 18-летнему внуку, пока его мама готовит на кухне: «Хлебни самогона, пока мамка не видит». «Дед, да из-за твоего самогона у нас в семье никто не видит». У мужика откололся зуб. Подъезжает он к знакомому стоматологу. Тот его встречает и говорит: «Подожди полчаса, я там в протезном с медсестрой продолжить разговор должен. Посиди пока у меня, с моей ассистенткой пообщайся». Мужик сидит, болтает с ассистенткой. Вдруг в кабинет влетает старуха, вся в мехах, бриллиантах, держится за щеку, бросается к мужику: «Доктор, умираю, ужасная боль, $2000 плачу, только помогите». Мужик только рот открыл, чтобы объясниться, но ассистент его быстренько уволокла за ширму и говорит: «Ты чего? Давай я тебе все покажу как. Возьмешь щипцы и как гвоздь вырвешь. 5 минут и по штуке баксов нарыла». «Ну, давай». Уложили бабку на кресло, та рот открыла. Мужик щипцы взял, руки трясутся, глаза закрыл от ужаса и дернул. Дикий вопль, бабка убегает. «Ну все», — думает мужик, — «тюрьма». Вдруг с улицы слышатся сирены, въезжает во двор кортеж мерседесов. Выходит охрана, какой-то мужик в модном прикиде и золоте. Заходит в кабинет и спрашивает: «Ну, и кто это сделал?» Мужик обреченно: «Я». Богач ставит на стол кейс. «Вот $1 миллион, ключи от Мерседеса, 5-й справа, видишь? Вот ключи от виллы в Сочи, и дай-ка я тебя поцелую». «За что?» «10 минут назад ты вырвал язык моей теще». Пришел мужик в бар, ставит на стойку будильник и давай рюмку за рюмкой в себя закидывать. «Бармен, скажите, а зачем вам будильник?»
А это чтобы знать, когда пора домой. Через время мужик берет будильник, расплачивается. Все, пора домой. Уже 2. Позвольте, сейчас только 9:30. В глазах двоится. Будильника 2. Идут татарин и еврей по пустыне. Видят 2 мешка. Один с золотом, другой с яблоками. Татарин взял мешок с яблоками, а еврей с золотом. Идут, жарко, пить хочется. Татарин ест яблоко, а еврей говорит: давай в рынок поиграем. Татарин спрашивает: как это? Я у тебя яблоки покупать буду. Сел татарин на песок, положил яблоко в тюбетейку. Еврей спрашивает: почем яблоко? Мешок золота. Да ты охренел? А ты по рынку походи, поторгуйся. Отец невесты говорит с ее женихом: «Итак, молодой человек, вы желаете взять мою дочь в жены?» «Да». «А вы содержать семью сможете?» «Думаю, что смогу». «Вы очень хорошо подумали. Нас ведь 6 человек». Приехал как-то в полк, в котором служил поручик Ржевский, новый полковник. Стал знакомиться с офицерами. Про всех все выяснил. Спрашивает своего адъютанта о Ржевском. Тот говорит: Ржевский – это беда нашего полка. Он ужасный спорщик, но всегда выигрывает любой спор. С ним уже и спорить боятся. Он всех офицеров уделал. Полковник вызывает Ржевского. «Господин поручик, вы, говорят, спорщик». «Так точно, господин полковник. И всегда выигрываете». «Так точно. Я поспорю с вами на 100 рублей, что вы не сможете откусить свое левое ухо». «Господин полковник, спорим». Ржевский достает вставную челюсть и откусывает свое левое ухо. Полковник отдает 100 рублей и говорит: «Ну что ж, давайте еще поспорим на 200 рублей, что вы не сможете укусить себя за глаз». «Господин полковник, спорим». Ржевский достает вставной стеклянный глаз и кусает его. Полковник отдает 200 рублей и говорит: «Ну что ж, давайте еще раз поспорим на 500 рублей, что вы не сможете пописать в мою фуражку, стоя от нее на расстоянии 2 метров и не промахнуться». «Господин полковник, спорим». Ржевский отходит на 2 метра, достает и начинает мочиться. Естественно, все мимо. Полковник, довольный, уходит. Офицеры спрашивают Ржевского: «Ну что, проиграли?» «Да, проиграл 500 рублей». «Так чего ж вы радуетесь?» «Мы с адъютантом поспорили на 1000 рублей, что я обоссу полковника, а потом он радостный выйдет из кабинета». «Рита, если я соблазню твоего мужа, мы останемся подругами?» «Нет». «Мы станем врагами?» «Нет». «А что же тогда?» «Мы будем квиты». Жил-был человек. Он перекинул мост через речку и брал рубль с желающих пройти на другую сторону. Люди не любили этого человека, даже не здоровались с ним. Когда он уходил на тот свет, сын спросил его о последнем желании. «Я был недобр к людям, меня не любили при жизни. Хотел бы, чтобы после смерти меня вспоминали добрым словом». «Хорошо», — ответил сын, — «я выполню твое желание». После того, как отец ушел на тот свет, сын поднял цену на переход моста до 3 рублей. Вот негодяй. А отец-то его был хорошим человеком, всего рубль просил. Сидят 3 бабушки на заваленке. Первая: мой внучок из армии вернулся, служил танкистом. Встанет ни свет ни заря на трактор и пашет до глубокой ночи, не остановишь. А мой внучок в пехоте служил. Встает с позаранку и в стадо. Другие пастухи на лошадях не поспевают, а мой бегом управляется. Мой тоже вернулся. Не знаю, правда, в каких войсках служил, но утром встает, поднимает флаг и опять спать ложится. Приходит мужик к врачу. «Доктор, у меня проблема, я пукаю постоянно, но без запаха и звука. Вот, например, пока мы с вами говорили, я уже 3 раза пукнул». Доктор выписывает таблетки, говорит: «Приходите через неделю». Через неделю мужик врывается в кабинет. «Доктор, что вы мне дали? Теперь хоть они и бесшумные, но так воняют, что сил нет». «Отлично, запах вернули, теперь слухом займемся». Студенческая общага. В комнату вбегает девушка и кричит: «Девчонки, снимайте скорее трусы, к нам мальчики сейчас в гости придут». «Вы что, с ума посходили? Не те трусы, белье с веревки снимайте». Летел как-то крутой менеджер в самолете по делам, а рядом с ним девочка маленькая сидит, красивая такая, с бантиком. Полет долгий, решил менеджер завести разговор. «Я слышал, что время проходит быстрее, когда о чем-нибудь беседуешь. И о чем же вы хотите побеседовать?» «Ну, я даже не знаю. Может, о глобальном потеплении?
Хорошо, вот только скажите сначала, например, на лугу стоят овечка, корова и лошадка. Они кушают одну и ту же травку. У овечки какашки такие маленькие и круглые, у коровки лепешками, а у лошадки такие крупные и комками. Вы не знаете почему? Нет, девочка, не знаю. Так какой смысл мне с вами беседовать о глобальном потеплении, если вы даже в какахе не разбираетесь? Передача на радио. Позвонившим предлагают назвать слово, которого нет в словаре, но которое в предложении может иметь смысл. Итак, звонок. Ведущий. Здрасте, вы кто? Я Владимир. Ваше слово – шолб, по буквам Ш-О-Л-Б. Такого слова в словаре нет. У вас шансы выиграть путевку. Теперь скажите осмысленное предложение с этим словом. Шел бы ты нахрен. Телефонный звонок моментально обрывают. Далее передача продолжается. Проходит несколько неудачных разговоров со звонящими. И вот очередной звонок. Ведущий. Алло, как вас зовут? Вова. Ваше слово? Эцново. Э-Ц-Н-О-В-О. Да, странное слово, в словаре нет. А предложение целиком? Эцновая. Шел бы ты нахрен. Бабушка решила составить завещание. Позвала адвоката и говорит: «Все свое состояние я оставляю внукам». Адвокат спрашивает: «А сколько у вас внуков?» «Да пока ни одного, но надо же детей как-то стимулировать». Так, Вовочка, объясни педсовету, почему ты украл скелет из кабинета биологии и бросил его в кастрюлю в столовой. Я хотел, чтобы суп наваристей был. Суп-то вкусный получился, я не спорю, но у нас же теперь повара седые и заикаются. Собрались жены спортсменов на посиделке, обсуждают мужей. Жена гимнаста. У нас фантастическая любовь. Он только тальком ладони посыплет, чтоб не скользили, а потом как запрыгнет и такие позы принимает, что искры из глаз. Жена лыжника. А мой сначала долго смазку подбирает, потом в ритм входит. Но зато уж как пошел, так часами молотит. Жена футболиста. А с моим вечно проблемы. Толкается, пихается, а когда него дотронешься, сразу орёт. В клубочек сворачивается и врача зовет, время тянет. А ближе к концу вообще вызывает замену и уходит. Настоящая любовь только у собак. К примеру, если закрыть на 5 часов в гараже жену и собаку, то когда вы откроете гараж, вас с радостью встретит только собака. Когда Валера вышел на охоту, он предусмотрел, что у жертвы в сумочке может быть газовый баллончик, и надел очки. Но он не предусмотрел, что у Светы в сумочке может быть газовый ключ, и не надел каску. Земля ему пухом. Муж сидит за компьютером, работает. Жена моет окно. Муж: смотри, не вывались, но если будешь падать, кричи громче, чтобы все бабы в округе знали, что я теперь свободен. Идет передача «Что, где, когда». Ведущий. А теперь, внимание, вносим черный ящик. Открываем. Что мы видим внутри ящика? Правильно, мужской половой орган и мелкие монеты. Вопрос из жмеренки от Сары Абрамовны. Что это означает в 2 словах? Команда обсуждает. Что это может быть? Мелочь, причандал. Причандал, мелочь. Может быть, членские взносы? Ну, вроде ничего лучше не смогли подобрать. Отвечают. Мы подумали, посовещались и решили, что это членские взносы. Ведущий. А теперь слушаем правильный ответ. На экране появляется Сара Абрамовна. Дорогие знатоки, я так и думала, что вы попадетесь на эту удочку. Правильный ответ – хреновая зарплата. Что может быть общего у здорового пса и близорукого гинеколога? Мокрый нос. Стоят солдаты в курилке, анекдоты травят, один другому. А знаешь, чем прапор от свиньи отличается? Вдруг из-за угла выруливает прапор и спрашивает: «Ну и чем же, рядовой?» «Дык это, ничем, товарищ прапорщик». «Вот, то-то же». Учительница спрашивает на уроке: «Петя, как разделить 4 картошки на 5 человек?» «Не знаю». «Садись, 2». «Леночка, тот же вопрос». «Не знаю». 2. «Абрамчик, как разделить 4 картошки на 5 человек?» «Нужно сварить пюре». К компании крутых, отдыхающих на природе, подходит мужичок и спрашивает: «Ребята, это не ваш бультерьер тут бегает?» «Ну, наш, и чё тебе надо?» «Понимаете, мы тут рядом отдыхаем, и моя собачка случайно прибила вашу». «Да ну нафиг, а чё у тебя за зверь?» «Да маленький такой, пуделёк». «И чё?» «Так ваш пёс им подавился».
Женщина дала объявление в газете. Молодая женщина познакомится с мужчиной для серьезных отношений. Один мужик решил позвонить и спрашивает: «А вот скажите, пожалуйста, для серьезных отношений это как?» После небольшой паузы следует ответ: «Ну, это хотя бы раз в неделю». Случай на рынке. Сколько стоят ваши мандарины? 200 рублей. Ого, я их в супермаркете по 100 беру. Ну и что? Я их тоже в супермаркете по 100 беру. Слушай, как же вы там живете? В смысле? Да холодина у вас там страшная. Вроде терпимо, минус 15. А по телеку сказали, что до минус 50. А, так это на улице. В кабинет врача врывается расстроенная женщина в очень хорошем подпитии. «Доктор, помогите, звонок, я открываю дверь, а на пороге сидит чебурашка, который держит авоську апельсинов. У меня на них аллергия, что делать?» «Так, вот, держите талон, идите к наркологу в соседний кабинет». «Зачем? Аллерголог же вы». «Да, но пусть сначала нарколог с чебурашкой разберется, а с апельсинами мы потом дело решим». Тихим ранним туманным утром вышел ежик к реке, берега которой почти таяли в небесном молоке. Вдруг видит, рыбак сидит с удочкой. Вот идет неспешно ежик в его сторону и бубнит себе под нос: «Вот сейчас подойду к рыбаку и скажу ему: привет, рыбак, ну что, клюет?» А он мне скажет: «Нет, ежик, не клюет, но ты знаешь, ежик, ведь это и не имеет значения». И мы с ним поговорим о рыбалке, о тишине и загадочности омутов. Нет, я подойду и скажу: привет, рыбак, как тебе это чудесное утро? И он мне скажет: да, ежик, утро действительно прекрасное. И мы с ним будем созерцать травинки и далекие деревья сквозь эту волшебную ватность. Смотреть, как медленно и неизбежно движется река, и говорить: да. Нет, я скажу: привет, рыбак, ну как тебе эта жизнь? А он мне скажет: жизнь прекрасна и удивительна, ежик. И мы поговорим немного о жизни, ее загадках и будем смотреть на воду, понимая суть реки. С такими мыслями подходит ежик к рыбаку: привет, рыбак. Иди ты нахрен, ежик. Тоже вариант. Устроилась блондинка работать барменом. Приходит как-то раз посетитель к ней в бар и говорит: «Мне, пожалуйста, кекс на пляже». Блондинка возмущается: «Да вы что, у нас тут приличное заведение, что вы себе позволяете?» «А вот в меню есть такое». «Да, действительно в меню есть. Ну что ж, пойдемте на пляж». Светка возвращается из поездки во Францию. Муж интересуется: «Ну, как вы там с подругами? Хорошо отдохнули?» «Сначала мы пошли к Лазурному берегу. Мы там гуляли, а потом нас всех, кроме Людки, оттарабанили. На следующий день нас повезли на Эйфелевую башню. А когда спустились, нас всех, кроме Людки, перечпокали. Утром мы поехали в Булонский лес, а потом нас всех, кроме Любки, опять чпокнули». «А что же Любку не трогали?» «Да она не захотела». Жители деревни выглядели несчастными, и тогда герой спросил: что случилось? Староста: в горах живет огромный дракон. Каждую неделю он прилетает и съедает одну из наших девственниц. Герой пообещал помочь. Спустя 2 недели в деревне не было ни одной девственницы.